Слышишь, это Балтийский ветер тихонько стучит в окошко нашей дачи. Устраивайся поудобнее, укрывайся теплым одеялом. Сегодня папа Колючка расскажет историю о том, как маленькое чудо может согреть большое сердце. После того большого шторма море наконец полностью успокоилось. Вода отступила, оставив на песчаном берегу полоски из морской травы, красивых и гладких ракушек и мелких веточек. Наш дачный подоконник буквально умылся утренним солнцем. Вдруг Витька, который никогда не расставался со своей картонной подзорной трубой, громко ахнул. «Капитан Дивон, срочно! Посмотрите на 30 градусов правее вон той большой ракушки. Там что-то горит!» Дивон тут же вытащил свою верную лупу из росы и прилип к стеклу. «О-о-о! Папа Колючка, смотри! Прямо на песке лежит маленькое яркое солнышко. Оно золотое, блестит и, кажется, подмигивает нам». Вся кактусовая команда мгновенно устроила консилиум у окна. «Может, это космический осколок?» — предположил Витька, поправляя свой шлем-дуршлаг. «Звезда, которая упала в море во время бури и остыла. Или это конфета, которую обронила хозяйка?» — облизнулся сладкоежки Бизун, чуть не вывалившись из горшка от любопытства. «Конфеты на пляже не растут. Это не гигиенично», — строго отрезала Марина, вытирая зеленый бок салфеткой. «По науке это должен быть какой-то минерал. Но почему он так светится?» Папа Колючка мудро улыбнулся свои длинные усы-колючки. «Это, малыши, непростой камушек. Это янтарь, живая капелька смолы старинных деревьев, которая много миллионов лет спала на самом дне моря, а сегодняшний шторм бережно вынес ее на берег, чтобы подарить нам». В этот момент в комнату зашла хозяйка. Она вернулась с утренней прогулки по побережью, подошла к подоконнику и протянула ладонь. На ее руке лежал тот самый золотистый камушек. Она бережно положила его на деревянный подоконник прямо перед кактусятами. Наступила тишина. Малыши замерли, разглядывая чудо. Капелька янтаря была удивительной.
гладкая, теплая от солнца, медового цвета, а внутри нее застыл крошечный деревянный кусочек сосновой коры. «Ого!» — шепотом произнес Дион. «Она внутри прячет тайну!» Машуля аккуратно, самой маленькой своей иголочкой прикоснулась к янтарю. «Пап колючий, а ведь этот камень совсем не холодный. Он теплый, как будто море обнимало его миллионы лет, а теперь он делится этим теплом с нами». Рассудительный Даган веско кивнул. В янтаре скрыта сила древнего солнца и чистого морского воздуха. Между прочим, от такого тепла и красоты наш кактусовый иммунитет становится крепким, как скала. Это же самый настоящий природный витамин для хорошего настроения. «А давайте сочиним про него песню», — предложил Сашка. «Старый горшок будет напевать нам мотив уличного скрипача, а мы будем шуршать иголками, как морские волны». И прямо там, на дачном подоконнике, под нежный шум настоящего прибоя началась тихая волшебная музыка. Старый глиняный горшок глубоко вздохнул, и его стенки издали мягкий шуршащий звук, похожий на скрипку. Сашка ритмично покачивался, бегун отстукивал такт корнями, а янтарная капелька лежала в центре, словно маленькая сцена, отражая на потолке золотые искорки. Машуля смотрела на этот танец света и улыбалась. Она поняла, что море умеет делать потрясающие подарки. Оно может забрать шторм и страх, а взамен оставить на берегу чистое, застывшее тепло, которое будет согревать их даже долгой рижской зимой. К вечеру музыка смолкла. Солнце ушло спать за горизонт, оставив на небе нежную фиолетовую дорожку. Кактусята, утомленные своим янтарным приключением, один за другим начали закрывать глаз. Бизун уткнулся носом в теплый бок папы колючки. Витька снял свой шлем, а Дион тихонько пробормотал: «О, какая теплая ночь!» Папа колючка укрыл малышей мягкими ночными тенями и подумал: секрет янтаря в том, что он умеет хранить свет сквозь любые века и штормы, так же, как наша любовь и добрые сказки хранят тепло в сердцах малышей. Спите и вы, дорогие друзья,
Пусть ваша личная янтарная капелька светит вам в самом добром, уютном сне. Ваш папа Колючка всегда оберегает вас. Спокойной ночи. Пока-пока.